друзья, сегодня оказался в ситуации, когда у меня не оказалось под рукой штатива, а место очень интересное, красивое, небольшой водопадик, бежит водичка. Хочется эту водичку показать мягкой, подвижной. И есть возможность съемок как на коротких выдержках, например, 1/1000, 1/800, когда видна каждая деталь, когда мы замораживаем движение. А также есть возможность фотографировать с длинными выдержками, потому что для съемки бегущей воды, подвижной воды, достаточно выдержек 1/4 секунды, 1/5 секунды. Иногда выдержки можно удлинить до полусекунды или до 1-2 секунд. Что для этого нужно? При такое ясное время для этого нужно использовать нейтрально-серые светофильтры. Я ношу с собой разные фильтры, и на такие случаи, конечно, у меня есть фильтры как ND1000, ND4000, который затемняет сразу на 12 ступеней. Но тогда получится очень длинные выдержки, и я без штатива с ними не справлюсь. Что же делать в этом случае? Ну, для этого у меня есть фильтры попроще. Например, вот такой светофильтр в Marume ND8 и дополнительно вот такой светофильтр ND32. Получается не 2, а 3 фильтра, потому что эти фильтры можно сложить и получить светофильтр на 8 ступеней. То есть, имея такие два фильтра, мы получаем возможность варьировать, затемняя картину на 5 ступеней, на 3 ступени и на 8 ступеней. И мы можем получить несколько отличающийся вид одного и того же водопада. Итак, перед нами 4 фотоснимка. Первый произведен без фильтра, второй с фильтром ND8, третий с ND32, а четвертый снят с сочетанием фильтров ND8 и ND32. И мы видим, что с самой короткой выдержкой 1/1000 детали отчетливы, детали все резкие и движение воды заморожено. С фильтром ND8 на выдержке 1/125 мы видим легкие смазы, вода приобретает большую динамику и в общем-то детали уже начинают размазываться. А на выдержке 1/20 с применением фильтра ND32 на 5 ступенях, когда мы понизили светосилу на 5 ступеней, то мы видим уже очень эффектный, динамичный вид воды, который пытались добиться. Вода словно загустела, и такая картина выглядит более эффектно по сравнению с кадром, который был в начале без фильтров. Также мы можем получить абсолютно кисельную воду, мягкую, подвижную, загустевшую вот здесь, с выдержками около 1 секунды, с применением сразу 2 фильтров ND8 и ND32. Цвет не пострадал, детализация осталась на таком же уровне, и в общем-то мы приобрели просто замечательный эффект, который преобразил наш кадр.